Привет! Genesis Live – отличная система построения глубин в реальном времени. Однако есть и недостатки. Как всем известно, Genesis рисует нам карту глубин в определенном радиусе от нас. Когда мы движемся очень близко к берегу, это изображение наезжает и как бы заслоняет линию берега, делая ее невидимой. При этом система не знает, что глубина вот здесь нулевая. Когда вы движетесь по водоему, глядя на такую карту, вы можете не заметить, что приблизились к берегу и выскочить на мель. Да и в целом такая карта выглядит не очень. Было бы здорово научить Genesis понимать, где здесь берег с нулевой линией, с нулевой глубиной, и выстраивать все промежуточные изобаты вплоть до нашей измеренной глубины. В этом видео я расскажу, как это сделать при помощи утилиты Genesis Live Tool, о которой я уже рассказывал в прошлом видео. Самое хорошее, что сделать это можно как до поездки на воду, и тогда карта у вас сразу будет рисоваться с учетом линии берега, так и уже после поездки, когда данные записаны в прибор, выглядят так же, как у меня сейчас, и вы хотите улучшить вашу карту для последующего использования. Итак, шаг первый. Нам нужно создать линию берега. Есть несколько способов, как это сделать. Один из самых доступных для всех при помощи Google Earth, и еще нам понадобится бесплатная программка Notepad++. Скачиваем и устанавливаем их. Запускаем Google Earth. Находим интересующий нас водоем. Вот он. Выбираем пункт меню «Добавить», «Полигон», Ctrl-Shift-G. Заходим на вкладку «Стиль и цвет». Устанавливаем прозрачность 30%. Так будет удобнее рисовать. Это окошко не закрываем. Удерживая левую кнопку мыши, начинаем обводить линию берега. Обводим. Если у вас дернулась рука, вы, например, сделали случайно вот так, правой кнопкой мыши можно отменить последние точки. Здесь важно следить за тем, чтобы точек было много. То есть делать вот так в нашем случае не сработает. Это сработает, если мы будем использовать дополнительную программу. А об этом способе я расскажу в следующем видео. Более или менее обвел. Хорошо, мы закончили рисовать полигон. Нажимаем ОК. Он появляется у нас вот здесь. Нам нужно его сохранить. Сохранить как? Выбираю папку с моей программой. Тип файла будет KML. И назову его берег. Сохранить. Шаг 2. Нам нужно преобразовать полученный файл в понятный для Genesis Live Tool формат. Делаем это при помощи Notepad++. Открываем. Здесь чуть ниже хранятся координаты нашего берега, который мы нарисовали. Давайте удалим все лишнее. Отлично. Теперь нужно сделать так, чтобы координаты точек шли не в одну строчку, а в каждой строке было по одной точке. Заходим в поиск, замена, Ctrl-H. В поле «Найти» ставим пробел. В поле «Заменить на» пишем /n. Режим поиска выбираем расширенный. Нажимаем «Заменить все». Получилось. Если обратите внимание, широта и долгота здесь поменены местами, в отличие от того, как, например, отображается здесь 54, 56, 56, 54. Нам нужно поменять эти два столбца местами. Делаем это в этом же окошке. Для этого в поле «Найти» запишем вот такое выражение. А в поле «Заменить на» вот такое.
Ставим галочку «Регулярные выражения» и снова нажимаем «Заменить все». Как видите, координаты поменялись местами. Отлично. Перейду в конец файла и удалю пустые ненужные строчки. Файл можно сохранять. Сохранить как? Тип можно выбрать либо такой, либо текстовый файл. И назову его берег CSV. Сохранить. Почти готово. Осталось соединить файл с координатами берега с таким же файлом с координатами Genesis Live с нашего устройства. У меня их здесь пока нет. Как их объединить, я в принципе показывал в прошлом видео, но давайте сделаем это еще раз. Для начала зайдем на карту памяти нашего устройства. Скопируем папку Genesis Live, где хранятся все наши данные Genesis, в папку с программой. У меня уже это сделано. Запускаем Genesis Live Tool. Первый пункт из Genesis в CSV формат. Указываем путь до папки Genesis Live. То есть вот до этой папки путь указали. Как сохранить CSV файл? Назову его my. Сюда же сохраню. Вот он появился. Немного 116 точек в нем. Осталось объединить эти два файла. Опять же, можно сделать при помощи блокнота. Открываем первый. Правка. Выделить все. Копировать. Открываем второй. Спускаемся в самый низ. И вставляем. Файл сохранить как. Назову my плюс берег. Сохранить. И последнее. Сконвертируем получившийся файл обратно в формат Genesis. Снова используем Genesis Live Tool. Теперь нажимаем вторую кнопку из CSV файла формат Genesis. И выбираем объединенный файл. Открыть. 826 точек. Экспортировано. Теперь эту папку заливаем на устройство. На устройстве удаляем старую. Удалить. Genesis Live Out копируем. И главное, не забудем переименовать его. Если не переименуете, то запустив прибор, данных Genesis не будет у вас. Обращаю внимание, что исходную папку Genesis Live, которую мы получили с прибора, желательно где-нибудь сохранить. На случай, если что-нибудь с данными окажется не так, чтобы вы не потеряли свои исходные данные. Все готово. Давайте посмотрим, что получилось. Смотрите, издалека уже виден красный контур вокруг водоема, который мы нарисовали. Моя палитра настроена так, что минимальная глубина закрашивается в красный цвет, и чем глубже, тем дальше по спектру вплоть до фиолетового цвета. Приблизим. Подождем загрузку. Данные подгрузились. Теперь берег четко очерчен. А между нашими данными и нашим берегом система интерполировала значение, выстроила такой довольно резкий свал. Это сделано потому, что я в симуляторе задал здесь довольно большую глубину в 5 метров и прошел очень близко от берега. Если мы сейчас продолжим движение по водоему, то система уже будет учитывать эту линию и, соответственно, рисовать рельеф дна. Теперь карта наша стала куда ближе к реальному рельефу водоема. На самом деле есть еще один способ, как отобразить береговую линию. Вместо вот такой вот заливки мы можем использовать обрезку прямо вот по линии берега. То есть будем видеть всю карту вот здесь. Мне, честно говоря, нравится больше первый способ, который я сейчас показываю.
У второго бывают иногда артефакты, такие прорывы через береговую линию. Возможно, это связано с особенностями математики, которые зашиты в прибор. Он все-таки для этого не предназначался. Но здесь я не берусь утверждать. Главное, помните, что нарисованный в карплоттере берег, он лишь приблизительный. Реальный берег, штука непостоянная, может меняться в зависимости от уровня воды хоть каждый день. Поэтому не стоит, например, в темноте пытаться причалить, ориентируясь лишь на карту. Это может быть опасно. В следующем видео я покажу, как упростить процесс создания береговой линии, используя уже специальное ПО. Или как вообще не создавать ее, а выгрузить готовую из общедоступных источников. Надеюсь, видео было полезным. Всем пока.